Йоп. Ян. Понедельник, вторник, среда. Что у вас там, я не знаю. Пятница. Но знаю, что до сих пор многие из вас делят неделю налево и право. В понедельник, вторник, среда находится слева. В четверг, пятницу, субботу находится справа. Да, потому что так было в наших дневниках. Я до сих пор делю неделю, представляя дневник. Человек, который нарисовал этот дизайн, гениален. Но вы не задумывались о том, что все календари, которыми мы пользуемся, не имеют никакого отношения к нам. Люди рождаются, взрослеют, стареют, умирают, а время идет своим чередом. Для календаря мы как расходники для принтера. Все эти числа и слова показывают срок от Рождества Христова, а не от нашего появления на свет. Мы понимаем, сколько времени прошло от рождения Иисуса, но не понимаем, какой это по счету день нашей жизни. Но есть способ посмотреть на время по-другому. Вот он. Такой способ заставил меня задуматься. Да, я очень часто думаю об этом в течение 2 недель уже, и я хочу, чтобы вы тоже задумались. Этот способ перевернет ваше представление о времени, о том, как мало его у вас осталось. Сейчас вы узнаете, в чем парадокс старения, как измерять свою жизнь не в годах, а в событиях, какие важные вещи в вашей жизни уже подходят к концу, а также насколько мы... Я понимаю, что все, кто меня сейчас смотрит, ожидают прожить до 100 лет, да? До 100 лет. Но хотя бы до 90. 90 лет. Но на деле в среднем в России живут 74. 74. И это женщины. Женщины. А мужчины 64. 64 мужчины. Да, так мало, господи, черт. Как 2 миллиарда секунд. Да, я говорил как-то в одном из выпусков. 2 миллиарда секунд. Не верите? Давайте пересчитаем. Смотрите. 64 умножаем на 365, умножаем на 24, умножаем на 60 и умножаем еще на 60. Получаем 2 миллиарда 18 миллионов 304 тысячи секунд. Жесть. Советую не смотреть больше на стрелку секундных часов. Сейчас я покажу вам кое-что, что вызовет у вас чувство глубокого отрицания. Представьте, это год, а это 10 лет. А вот так выглядит вся ваша жизнь. От первого торта на день рождения до последнего на ваше 90-летие. Это ничтожно мало. Посмотрите, а ведь у вас были большие планы, да, на жизнь, как и у меня. Но это еще позитивный расклад. Чтобы показать среднюю человеческую жизнь, сотрем 25 лет. Вот вся наша жизнь. От рождения до смерти. Ужасно уместится на шпаргалке сантиметр на сантиметр. Но мы живем в 2019 году, так что технологии, скорее всего, увеличат нашу жизнь. Так что пусть будет 90 лет. Нам же эти 25 лет нужны, чтобы понять, что у нас есть все-таки право на бесплатную юридическую помощь по телефону, да? Вот они звонят: алло, блядь, здравствуйте. Умножим эти квадраты на 12 и получим жизнь в месяцах. Опять не так уж и много. Вот вы родились, отпраздновали 30-й день рождения, вышли на пенсию, и вот вам уже 90. А теперь вопрос: как быстро пролетела прошлая неделя? Да что там неделя, как быстро пролетело это лето? А ведь это 12 недель. В вашей жизни вот столько недель. Каждый ряд – это 1 год. Вот сколько требуется новорожденному, чтобы достичь 90-летнего возраста. Каждая клетка – это неделя, от понедельника к понедельнику. А можно ли пойти еще дальше? Да, можно. Вот 90-летняя жизнь в днях. Много точек, правда? Но все они умещаются на вашем экране.
Все эти дни вы смотрите YouTube, в другие работаете и едите, в третьи залипаете в сериал, в четвертые вы просто ничего не делаете. И так проходит вся жизнь, точка за точкой. Но вернемся к неделе. Предположим, это ваш календарь. Календарь жизни. Здесь не месяц и не год, здесь вся ваша жизнь. Вот она, жизнь в России. 64. Вот человек рождается, слышит только звуки и видит образы. Первая игрушка, идет в детский сад, 1 сентября, школа, друзья, любовь, выпускной, универ, вписки, отдыхаем красиво, диплом, работа. А вот и свадьба, дети, дача, пошла рассада, пенсия, приехали. Кроме шуток, это вся ваша жизнь. Но есть и хорошие новости. Чем больше вы прожили, тем больше вы проживете в сумме. То есть тем, кому сейчас 25, с большей вероятностью доживут эти люди до 60. А тем, кому 60-64, с большей вероятностью, что они дотянут до 90. То есть чем больше квадратиков вы закрываете, тем больше у вас открывается. Понимаете, такой парадокс жизни. Жизнь как ветрянка, переболел ей в детстве и спокойно живешь дальше. А давайте теперь посмотрим на жизнь конкретных людей. На 16-й неделе 27-го своего года рождения Эйнштейн опубликовал специальную теорию относительности, а еще через 12 недель свою знаменитую формулу ЕМЦ квадрат. К этому времени Ньютон уже создал математический анализ, а еще через 6 строчек сформулирует закон всемирного тяготения. Вот он, самый продуктивный период. Слышали про клуб 27? Курт Кобейн, Джим Моррисон, Эми Уайнхаус и куча других знаменитостей умерли вот в этих неделях. Джон Леннон был убит в 40. Стив Джобс прожил 56 лет. Сталин умер вот здесь. А самый старый официальный человек, француженка Жанна Кальман, разблокировала 30 дополнительных строчек и прожила рекордные 122 года и 164 дня. При этом старушка любила вино, а курить бросила только в 117. Но это календарные года. Мы их не чувствуем. У нас не звенит в день рождения будильник в голове, типа, ой, парень, тебе 25, 17, 30, 32. Нет, мы просто живем, и у нас большая такая длинная жизнь. Поэтому, что если измерять жизнь не в годах, а в событиях? Вот мне сейчас 32. Если мне повезет, то 58 раз я услышу «С днем рождения», а еще 58 с Новым годом. 58 раз я узнаю, кто победил в Евровидении, и шутки про 3 сентября я тоже услышу 58 раз. За всю жизнь я застану 14 президентов Америки и 9 президентов России. В году я посещаю примерно 2 фестиваля, то есть у меня еще впереди 116 фестивалей. Здорово, норм. Я бываю в других странах примерно по 2 раза в год, то есть у меня еще впереди 116 выездов примерно. В год я успею читать, по 3 книги максимум. На остальное не хватает времени. Это значит, что за жизнь я прочитаю всего 174 книги. А о чем говорится в остальных, я даже не узнаю. Значит, мне тщательно и нужно подходить к выбору книг. Рэй Брэдбери. Обожаю фантастику. Но всех книг не прочитаешь. Особенно способом, которому уже 500 лет. То есть сидеть с книгой, с бумажной, в уютненьком кресле рядом со светильничком и читать. Неудобно, нет много времени на это. Способ лучше есть. Литрес мне помогает в этом. Прямо сейчас я читаю книгу Ной Юваль Харари. Называется она «21 урок для 21 века». Это самая обсуждаемая книга, которую вы должны 100% прочитать. Прям must have. Что будет с вашими детьми? Какая работа останется в мире, когда вам будет 50 лет? Почему не стоит слушаться взрослых и почему не стоит прислушиваться к себе? Все это в этой книге. Это инструкция, как жить в ближайшем будущем. В том будущем, в котором вам осталось прожить. И эта книга уже есть на Литрес. Ссылка будет внизу. А еще я составил подборку книг для вас на ближайшие годы. Это самые интересные книги, по мнению нашей команды, которые откроют глаза на действительно важные и крутые вещи. Ссылка на всю эту яркую подборку будет в описании. Вот по этому промокоду вы возьмете сразу 2 книги.
И еще 25% скидка на все остальные по этому же промокоду. В том числе и на книгу Харари. Литрес – это идеальный способ найти ту самую книгу, которая будет для вашей жизни помощником. Особенно если использовать формат аудиокниг. Слушай книгу в наушниках по дороге на работу. Реальность соткана из множества нитей. Супер! Рекомендую посвайпать подборки научпопа для поклонников годного контента, книги по саморазвитию, ну и, конечно, классику, а то постоянно откладываем ее на потом. Да ведь? Я очень надеюсь, что подборка понравится, обязательно зацените ее. А сейчас я перейду к главной мысли этого выпуска. Знаете, жалко, я даже вот в молодом возрасте это понимаю, что некоторые значимые вещи в моей жизни уже подходят к концу. Когда я жил с мамой, мы общались каждый день. Сейчас мы видимся дней 10 в год. Ей сейчас 55 лет. Это примерно еще 35 лет совместного существования. 10 на 35 – 350 дней. Всего лишь. Это меньше, чем в любой год моего детства. Одна простая мысль. Если ты уехал от родителей, то ты использовал большую часть времени, проведенного вместе на этой земле с ними. Позвоню маме. Алло, мам. Алло, Привет. здорово. Как дела? Нормально, хорошо. А у тебя? Как ты полетал? А вот с лучшими друзьями наоборот. Познакомился я с ними только в 15 лет. И раньше общался в среднем 3 раза в неделю. Сейчас мы работаем вместе все будни. 80% нашего общения еще впереди. Лучшие друзья приобретаются на этом отрезке до 20 лет. А если наши взгляды разойдутся и мы прощаемся навсегда, то таких друзей уже не найти. Потому что с таким статусом они ищутся только вот здесь. Но можно будет найти своих детей и внуков. Ну, где-то здесь дети, где-то здесь внуки, и все. Наше с ними время еще впереди. Также можно будет найти домашних животных. Недавно умер Кубик, моя улитка. Он прожил больше, чем написано в Википедии. 11 лет. Здесь я плачу впервые после потери домашнего питомца. Этих 500 недель оказалось достаточно, чтобы человек начал считать своим близким другом африканскую улитку. Если я решусь заводить домашних животных, то успею стать хозяином 6 улиток, 20 хомяков, 8 попугаев, 5 собак или 5 кошек и всего 1 или 2 черепах. Когда моей черепахе будет 30, мы отправим людей на Марс. И если верить футурологам, То когда мне будет 40, вся реклама станет персонализированной. 45 органы будут печатать на 3D принтере. 50 люди начнут массово улучшать свое тело имплантами. 80 средняя температура на планете повысится на 4 градуса и начнется миграция из одних городов в другие. а вот то, как люди со всех стран сольются в одно общество, а человечество начнет массово колонизировать другие планеты, я, скорее всего, не увижу. Так что нам делать с этой информацией? Вам нужно понять, что ваша жизнь не бесконечна. Вы никогда не будете моложе, чем сейчас. Да? 2 раза по 17 не будет. Так же, как и не будет 2 раза по 25 и по 30. Все очень одноразово. А возможно, мы последнее смертное поколение, ведь вся наша культура, религия, книги, музыка, песни построены на смерти. Эта неповторимость и делает нашу жизнь ценной и осознанной. Эти 90 квадратиков – это все, что у нас есть. Мы в этой жизни ненадолго. Это всего лишь маленький срез истории всего человечества. Но чем заполнить эти квадратики? Решать только вам. Расскажи об этом своим друзьям и обязательно поделись в ВК, чтобы люди это увидели и стали осознаннее. Ведь в нашей стране так этого не хватает. В России нужно жить долго. И, как обычно, прокачивай свои мозги. Пока. Ребят, для этого выпуска мы вдохновились материалом Тима Урбана с сайта Wait But Why про календарь жизни и решили, что этот материал должен знать каждый. Это очень полезно для каждого русского человека, я посчитал. Поэтому мы записали свой личный календарь. Вы можете скачать по ссылке, распечатать его, и он у вас будет дома. Это очень
полезная вещь. И обязательно отдохните и посмейтесь над выпуском «В ответе за все». Это искренняя правда, которую вы никогда не услышите на этом канале от меня. Мне стыдно, но смешно.